Вот так шапочка смотрится на голове. Немножко завышенная макушечка. Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Вязаные аксессуары. Сегодня мы с вами вяжем вот такую замечательную модель шапочки. Шапочка с отворотом. Вот с таким очень интересным узором. Данную модель я вязала на окружность головы 55-56 сантиметров. Вязала я ее из 100% мериносовой шерсти. От Drops, это Baby Merino. Здесь 50 грамм, 175 метров. Вязала я в 2 ниточки. Расход у меня чуть больше 2 моточков. Вот на этот размер. На меньший размер, да, допустим, если вы будете вязать на 53-54, вам хватит 2 мотка. Ну, на больше вам также хватит 3 моточка, как и на 55-56. Также вы можете использовать любую другую пряжу с аналогичным метражом. Или вообще такую, какую вы захотите. Для этого вам нужно будет тогда связать образец. Вяжите образец, ну, приблизительно где-то 11 сантиметров в ширину и 5 где-то в высоту. Далее вы измеряете, сколько петель у вас в 10 сантиметрах, потом сколько в одном. Полученное число вы умножаете на вашу окружность головы, да, допустим, 55 либо 56. Полученное число вы доводите до ближайшего кратного 4. Так как раппорт узора у нас равен 4 петлям, мы соблюдаем кратность при наборе 4. Плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Если вы будете вязать из такой же пряжи, как и я, и тем же номером спиц, что и я, вы можете тогда опираться уже на мои расчеты. Также еще нужно учесть тот момент, если вы вяжете из мериносовой шерсти. Мериносовая шерсть хорошо тянется после стирки, ну, приблизительно на сантиметр-полтора, это точно будет высота больше, это тоже учитывайте. Итак, раппорт узора для данной модели у нас равен 2 рядам. В начале вязания у нас с вами будет первый ряд, он такой у нас получается предварительный. Мы его провязываем один раз, и далее мы его не используем, а будем повторять только 2 и 3 ряд. Вяжется достаточно просто данная моделька. Смотрится она очень хорошо, шапочка теплая. Также можно эту модель носить как с завышенной макушечкой, да, немножко. Также можно и с помпончиком. Тоже очень хорошо смотрится, в принципе. Можно использовать помпон, особенно для деток. Так, по размерам давайте измерим общая высота шапочки. У меня получилось 22 сантиметра. И отворот у меня 8 сантиметров. Ну вот, давайте приступим к вязанию. Итак, для вязания нам понадобится 3 моточка пряжи с метражом в 50 граммах 90 метров, либо с аналогичным метражом. У меня это Baby Merino от Drops, 100% мериносовая шерсть, 50 граммах 175 метров. Вязать я буду в 2 нити, и получается у нас как в 50 граммах 90 метров. 3 моточка. Так, цвет, кому интересно, номер 47, очень красивый, такой изумрудный. Где я покупаю пряжу, я оставляю ссылочку под видео. Спицы номер 3,5 на леске 40 сантиметров укороченной, и номер 4 на длинной леске. У меня 80 сантиметров. Если вы используете на укороченные 40, да, в данном случае вам понадобится еще чулочные спицы номер 4 для закрытия макушки. Ножницы, маркер, сантиметровая лента. Вязать я буду в 2 нити. Если вы используете пряжу в 50 граммов 90 метров, вы вяжете в 1 ниточку. Итак, отматываем необходимое количество нити. Далее нить располагаем так, чтобы нить от мотка была на указательном пальце, кончик на большом. И на спице номер 3,5 я буду набирать 109 петель, 108 петель для основного полотна, плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Напоминаю, что для данной модели количество петель должно быть кратно 4. Обычным способом набираем необходимое количество петель. После того, как мы с вами набрали необходимое количество петель,
Замыкаем вязание в круг. Для этого с левой спицы на правую первую петельку снимаем, а с правой спицы на левую, вот на эту петлю, которую с левой спицы, набрасываем, сбрасываем ее, подтягиваем и возвращаем на место. Так как шапочка у нас будет с отворотом, для красивого наборного края мы вязание разворачиваем. Если вы вяжете без отворота с укороченной резиночкой, в данном случае вы не разворачиваете вязание. И продолжаем с вами. Начинаем вязать резиночку 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так провязываем до конца ряда. Провязали ряд до конца, дальше можно повесить маркер для определения начала ряда. И дальше мы с вами провязываем по кругу, по рисунку нашу резиночку 1 лицевая, 1 изнаночная на необходимую нам высоту. Я буду провязывать 15 сантиметров. Провязываем самостоятельно и в последнем ряду резиночки переходим на спицу номер 4. Итак, после того, как мы с вами провязали резиночку на необходимую нам высоту, я перешла на спицу номер 4 и переходим к вязанию основного узора. Итак, первый ряд. Начинаем раппорт. Провязываем 1 изнаночную петельку, 3 лицевые. Это наш раппорт. Повторяем. 1 изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. И так продолжаем до конца ряда. Второй ряд. Итак, мы начинаем ряд сначала с провязывания 2 изнаночных петель. 1, 2. Далее мы снимаем петельку лицевую, не провязывая нить за работой. Далее опять 3 изнаночные. 1, 2, 3. Это наш раппорт. Повторяем. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Это наш второй раппорт. Итак, мы продолжаем до конца ряда. И в конце ряда у нас с вами будет уже вне раппорта лицевая и изнаночная. Лицевую мы снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную провязываем. Но сейчас мы довяжем до этого места, и я вам покажу, как это сделать. Ну вот мы с вами подошли к концу ряда, мы провязали с вами раппорт, лицевую сняли, не провязывая нить за работой, 3 изнаночных. И далее у нас осталось 2 петельки вне раппорта, так как мы в начале ряда провязали 2 изнаночных. То есть мы провязали там половинку раппорта, и сейчас вот здесь провязываем половинку, да, вроде как. Итак, и здесь мы лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, и 1 изнаночная. Все, мы закончили с вами второй ряд. Третий ряд. Изнаночную петельку мы снимаем, не провязывая нить перед работой. Далее 3 лицевые. Сейчас, секундочку. Провязали раппорт. Повторяем. Изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. 3 петельки провязываем лицевыми. Секундочку. Провязали второй раппорт. Опять повторяем. Изнаночную снимаем, не провязывая. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. И так мы с вами повторяем до конца ряда. Провязали третий ряд до конца. И далее мы повторяем с вами второй и третий ряд на необходимую высоту. Я буду провязывать 15-16 сантиметров. Закончить мы должны будем с вами провязывать основной узор вторым рядом. И будем переходить с вами к убавлениям. Провязываем самостоятельно. Итак, ну вот мы провязали с вами необходимую высоту нашей шапочки. Я провязала 16 сантиметров. И мы переходим с вами к убавлениям. Итак, первый ряд убавлений. Провязываем первую петельку изнаночной. Далее мы изнаночную вместе с лицевой провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Далее мы провязываем с вами 2 изнаночных вместе изнаночной петлей. Все, убавили. Повторяем. Лицевую с изнаночной провязываем вместе лицевой с наклоном вправо.
2 петельки следующие провязываем вместе изнаночной, вот таким образом. И так продолжаем до конца ряда. Так как лицевая и изнаночная у меня стоят, видите, правой стенкой ко мне, я их не разворачиваю, а просто провязываю вместе лицевой петлей с наклоном вправо, и лицевая у меня сверху. Далее мы 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. И так продолжаем с вами до конца ряда. И в конце ряда у нас с вами останется 1 петелька, и мы ее провяжем вместе с первой. Ну, мы сейчас дойдем, и я вам покажу. Ну вот мы с вами дошли до конца ряда. У нас с вами осталась 1 петля в конце ряда, и вот первая изнаночная, и мы их вместе, я ее не провязываю, провязываем вместе изнаночной петлей. Эту изнаночную я разворачиваю и таким образом. Все, мы провязали последнюю петлю ряда и первую, которую уже провязывали. Все, мы сместили ряд на 1 петельку. Итак, у нас второй ряд убавлений теперь. Мы провязываем лицевую вместе с изнаночной, теперь вместе лицевой с наклоном влево. Так как лицевая у меня стоит правой стенкой, я ее разворачиваю левой стеночкой и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево. Если у вас лицевая уже стоит левой стенкой, тогда вы не разворачиваете. То есть в любом случае у нас лицевая должна быть сверху. И так мы продолжаем до конца ряда. Третий ряд убавлений. Итак, смотрите, как мы будем его провязывать. Первую петельку провязываем лицевой, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Далее повторяем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И так мы продолжаем с вами до конца ряда. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Перенесли, потом выворачиваем на изнаночную сторону, аккуратно подтягиваем. И еще проходимся через вот эти вот петельки, которые стянули. Аккуратно подтягиваем. Ну вот наша шапочка готова. Далее делаем влажно-тепловую обработку. Стираем при температуре воды не выше 30 градусов. Я стираю руками с лаской для шерстяных и деликатных изделий. Аккуратно прополаскиваем, не выкручиваем. Можно отжать чистое полотенчико и выкладываем на ровную поверхность. Периодически шапочку переворачиваем для полного высыхания.